Всем привет! С вами команда Актив. Сегодня мы разберем классическую модель ценообразования биткоина, основанную на скользящих средних. Этот метод поможет вам понять, как определять циклы роста и коррекции первой криптовалюты, а также поможет принять верное решение о покупке или продаже биткоина. Все, что вам нужно знать про скользящие средние, вы узнаете из этого видео. Давайте рассмотрим пример определения скользящего среднего на основе цены биткоина. Представим, что вы хотите сделать анализ цены биткоина и понять общий тренд его стоимости. Вы решили использовать 30-дневное скользящее среднее. Это значит, что для каждого дня вы будете рассчитывать среднюю цену биткоина за предыдущие 30 дней. Сначала вы собираете данные о цене биткоина за последний месяц. Далее, сложите все эти данные вместе. Потом, разделите полученную сумму на 30 и полученный результат – это и есть 30-дневное скользящее среднее. И в финале, на следующий день вы отбросите самую старую цену из расчета, добавите новую цену за последний день и снова рассчитаете среднее значение за последние 30 дней. Этот процесс повторяется каждый день. Когда у вас появятся эти скользящие средние на графике цены, вы получите более гладкую линию, которая показывает, как цена биткоина изменялась во времени, минимизируя ежедневные колебания. Если эта линия скользящего среднего идет вверх, это может указывать на восходящий тренд. Если линия идет вниз, это нисходящий тренд. Это помогает инвесторам и трейдерам принимать решения о покупке или продаже, опираясь не на мгновенные изменения цены, а на общую тенденцию. Давайте разберемся с определениями и как интерпретировать эти 4 ключевых индикатора для принятия решения о покупке или продаже, а также для оценки общего состояния рынка. Использование индикатора Пи-цикла. Индикатор Пи-цикла является уникальным инструментом, который помогает определять вершины рынка. Когда 111-дневное скользящее среднее пересекает цену биткоина снизу вверх, исторически это был сигнал о возможной вершине рынка и начале коррекционной фазы. На нашем графике вы можете увидеть, как эти моменты совпадают с пиками цены биткоина. Подобное пересечение следует рассматривать как предупреждение о том, что рынок может быть перегрет, и рассмотреть возможность фиксации прибыли или выхода из позиций. На нашем графике коррекционные фазы, когда цена опускается под индикатор Пи-цикла, закрашены красным цветом. Анализ с помощью множителя Майера. Индикатор множитель Майера сравнивает текущую цену биткоина с его 200-дневной скользящей средней. Когда цена значительно выше 200-дневной СМА, это может свидетельствовать об бычьем рынке. В моменты, когда множитель Майера опускается ниже цены биткоина, это может указывать на переход в медвежью фазу. На графике следует искать моменты, когда цена резко отклоняется от индикатора вверх. Это можно считать признаком сильного бычьего сентимента. Годовая скользящая средняя. Этот индикатор показывает долгосрочный тренд цены на биткоин. Если цена находится выше годового скользящего среднего, это указывает на восходящий тренд. И наоборот, если цена ниже 355-дневной скользящей средней, это может свидетельствовать о нисходящем тренде. Инвесторы могут использовать это как сигнал для долгосрочных инвестиций или для определения моментов для входа и выхода на рынки в зависимости от их стратегии. Эта скользящая средняя хороша тем, что ее используют многие инвесторы и трейдеры. Использование 200-недельной скользящей средней. Этот индикатор служит важной линией поддержки в медвежьих рынках. Когда цена приближается к 200-недельному СМА, это может рассматриваться как глубокую фазу коррекции на медвежьем рынке и возможность для покупки в начале бычьего рынка. На нашем графике фазу глубокой коррекции можно увидеть в 2022 и 2023 году. В этот период график закрашен в светлый цвет, а фазу коррекции мы видим в октябре 2023 года. Давайте сделаем выводы из этого видео.
В этом видео мы разобрали, как применять классическую модель ценообразования биткоина, основанную на скользящих средних. Эти индикаторы научат вас понимать и анализировать циклы роста и коррекции биткоина, что важно для принятия обоснованных решений о покупке или продаже этой криптовалюты. Особенно важно отметить, что использование скользящих средних позволяет сгладить краткосрочные колебания цены и выявить долгосрочные тренды, делая анализ более надежным и менее подверженным эмоциональным решениям. Каждый из рассмотренных индикаторов играет свою роль, позволяя инвесторам определять потенциальные вершины и дно рынка, а также понимать, находится ли рынок в фазе перекупленности или перепроданности. Мы еще неоднократно будем возвращаться к аналогичным метрикам, так как они являются важными индикаторами состояния рынка первой криптовалюты. Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram каналы, и для желающих попробовать нашу аналитическую платформу ссылка на регистрацию под этим видео. Увидимся в следующем видео.